чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, и я пересоздал его, и только тогда выпустил в свет. Где мои очки? Вот они. Когда теряешь очки, это, конечно, неприятно, но, с другой стороны, прекрасно. Даже комната моя представляется мне не такой, как обычно. Этот старый плед вдруг показался мне милую, добрую принцессой. Но принцесса ведь никогда не приходит одна. Ее сопровождает старый советник. А вот и старый советник. Забавно. Забавно. А это кто? Кто это явился мне? Я знаю, кто это. Я знаю. Ой, да упаду и спейся до слез. Радуйтесь, люди, родился Христос. Вот он на ручках у мамки и на щеках его ямки. Мальчики, песенку нашу слышь, пой капитане, Мари, ты поишь. Если малыш улыбнется, может быть, все обойдется. Санта-Клаус, Клаус, Клаус, Дед Мороз, нахлобучил шапку на нос, на огромный красный нос. Он внутри любой гадалки, только счастье нам сулит. От лишки его ни дырки, ни окурки, ни огарки, от лишки его подарки превосходные они. Ножи для убийц! Окупайте ножи для убийц! Яды, яды, свежие яды. Прекрасного младенца с рождением поздравим, в смиренной песне сердца пресветлый лик вославим. Мы верим, 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 ты нам внимаешь вряд, и мы благоговеем, и ты нас не оставь. Рождественское чудо, божественное чадо всего земного люда, надежда и отрада. Не плачь, кудрявый мальчик, не плачь, пожалуйста, а то придет Иосиф и будет та-та-та. Как счастливы все люди на праздник Рождества, и, может быть, не будет Голгофы и креста. Андерсен, Андерсен, Ганс Христиан, первый волшебник среди христиан. Ради младенца святого молвим волшебное слово. Сияет звезда Рождества, предвосхищает она чудеса. Господи, Бог нам услава, сказка хорошим и нам. Ой, да упаду и смейся до слез, радуйтесь, люди, родился Христос. Вот он на ручках у мамки и на щеках его ямки. Санта-Клаус, Клаус, Клаус, Дед Мороз,
если малыш улыбнется, может быть, все обойдется. Добрый вечер. Добро пожаловать. Ваш паспорт? Пожалуйста. Благодарю-с. Иностранец? Да, Надолго к нам? как получится. Ваш номер 13. Не смущает? А вот тут у нас трактир. Можете завтракать, обедать, ужинать. Аннунциата. Да? Дочка, проводи господина. Конечно, прошу вас. Добрый вечер. С Рождеством. Наш король Людвиг V мечтательный в жизни был человек обязательный. День и ночь на посту соответственном. Все он пекся о благе общественном. Все мечтал он святыми идеями одолеть дураков с прохиндеями. Все пытался он печь-то, мечтал одолеть и тихонечко стал цепенеть. Бывало на дорожку он выйдет походить, вдруг поднявший ножку забудет опустить. И так он цепенеет, и долго ждет пока сама собой сомлеет подъятая нога. Милая песенка. О, это очень популярная песенка «Завещание покойного короля». Забавная шутка. Нет, сударь, истинная правда, но только это такая правда, которая считается у нас государственной тайной. То, что написано в завещании, знает только принцесса и вся страна. Наш король Людвиг V мечтательный был собой человек увлекательный. И расставшись с мечтами увядшими, он увлекся девицами падшими. Ибо с их стороны, кроме радости, ни обману не видел, ни гадости. И, конечно же, с ними и прежде, и впредь разве мыслимо оцепенеть? Ах, бедный, бедный Людвиг, увы, на склоне лет, его подобный подвиг мгновенно свел на нет. Зато он на закате мудрее и лучше стал, и вот что в результате принцессе завещал. Дочь моя, я плохо жил и поздно это понял. Теперь уж нет ни времени, ни силы поправить это дело. Дочь моя, найди стране другого короля, хорошего и умного найди. На трон его с собою посади. В высоких сферах не ищи, там нет. Но и на дно не лезь, там тоже нет. Выходит где-то между, дочь моя. Найди его и извини меня, папа. И вы хотите сказать, что все это правда? Правда? И вы знаете, сударь, принцесса, когда она прочла завещание, покинула дворец и живет где-то в городе, инкогнито. И масса плохих женщин сняли целые этажи домов и притворяются принцессами. А разве вы не знаете принцессу в лицо? Нет, принцесса, прочтя завещание, стала носить маску, чтобы ее не узнали. И масса плохих женщин тоже стали носить маски.
Аннунциата! Иди сюда! Иду. Что, папочка? Да-да. Доброе утро, сударь. Доброе утро. Ваш завтрак. Вам кофе? Благодарю вас. С молоком? Да, пожалуйста. Сейчас принесу. Если можно. Вы не рассердитесь, сударь, если я вам скажу кое-что. Да-да. Вы ученая, я простая девушка, но только я могу рассказать вам кое-что известное мне, но неизвестное вам. Простите мне мою дерзость. Пожалуйста, говорите. Учите меня, ведь я ученый, а ученые учатся всю жизнь. Вы шутите. Нет, я говорю совершенно серьезно. Наша страна совсем особенная. Все, что рассказывают в сказках, все, что у других народов считается вымыслом, у нас происходит на самом деле. И каждый день. Ну? Вот спящая красавица жила в 5 шагах от табачной лавки. Правда, она сейчас умерла. Людоед жив. А людоед жив. Он работает в городском ломбарде оценщиком. Мальчик с пальчик дирижер. Он женат на очень высокой женщине по прозвищу Гренадер. Она басистка у него в оркестре. Впрочем, живут они дружно. Слушайте, ну это ведь так интересно. А почему об этом не пишут в книгах о вашей стране? Что вы, сударь, мы ужасно этого боимся. Ведь если об этом узнают, к нам перестанут ездить. А это так невыгодно. Странно. Мне кажется, когда узнают, что у вас сказки правда, число приезжих только увеличится. Нет. Туристы осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки заканчиваются печально. И вы, пожалуйста, будьте осторожней. Осторожным? А как? Ну, я не знаю. Ну, не надо разговаривать с людьми, которых вы недостаточно знаете. Тогда нам придется все время молчать, даже с вами, ведь я приезжий. Вы смеетесь, вы не верите мне. Нет, от чего же? Я готов поверить, но ваша страна, увы, похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, глупость и разум, святость и преступление, все это перемешано так тесно, что просто ужасаешься. Очень бы хотелось все это распутать, разобрать, привести в порядок, но так, чтобы не повредить ничему живому. А скажите, Аннунциата, Да? Ганс Христиан Андерсен когда-то бывал в вашей стране? Да, и он жил в этой же комнате. Правда? Да. И вы знаете, он как-то сказал моей бабушке: я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду. Он очень любил нашу гостиницу. Ему нравилось, что здесь так тихо. Ну что ж такое? Ой, не обращайте внимания, это мой отец, вероятно, поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив, чуть что стреляет из пистолета. Но это так, он нервный, всегда дает промах. Аннунциата! Почему ты не идешь, когда тебя зовут? Слышала, ведь отец нервничает. Все нужно объяснять, во все нужно ткнуть носом. Убью. Не волнуйся, папочка. Ступай. Сейчас я принесу ваше молоко, сударь. Ваша дочь не слишком боится вас, господин Пьетро? Нет, будь я проклят.
Она относится ко мне, как будто я самый нежный отец в городе. Может, это так и есть? Не ее дело это знать. Терпеть не могу, когда догадываются о моих мыслях и чувствах. О, девчонка. Ох, кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер 15 опять отказывается платить. От ярости я выстрелил в жильца комнаты номер 14. Что, и этот не платит? Платит. Но он, 14-й, ничтожный человек. Его терпеть не может наш первый министр. А этот, проклятый неплательщик, 15-й, работает в нашей трижды гнусной газете. О, будь я проклят. Верчусь, как штопор. Вытягиваю деньги из своих жильцов и никак не могу свести концы с концами. Еще приходится служить по совместительству. А где же вы служите? Оценщиком в городском ломбарде. Скажите мне, а кто там живет? Не знаю, говорят, какая-то чертова принцесса. Принцесса? Да, так говорят. Так вот, я к вам по делу. Пожалуйста. Этот проклятый 15-й номер просит вас принять его. Эх, этот газетчик, этот вор, который норовит даром прожить в прекрасной комнате. Можно? Пожалуйста, я буду очень рад. Не радуйтесь прежде времени. Хозяин гостиницы, оценщик в городском ломбарде? Людоед? Забавно. Но как прекрасна эта девушка на балконе. Ах, если бы не вечное мое беспокойство, если бы не казалось мне, что мир несчастен из-за того, что я еще не придумал, как его спасти, все было бы совсем хорошо. Но как она прекрасна. Все та же проблема стоит предо мной. Взаимная связь между светом и тьмой. Задачка вполне тривиальная, но как-то всегда актуальная, но как-то всегда актуальная. Мне кажется, скоро я это найду и четкую формулой тьму обведу, и свет мировой, по идее, польется вольней и живее, польется вольней и живее. Для этого нужен герой и среда, угрюмая тайна, живая вода, злодей, людоед и красавица, и опыт берется и ставится. И если малыш улыбнется, может быть, все обойдется. Это не будет иметь успеха. Простите. Не будет. В том, что вы тут бормотали, нет и тени остроумия. Это что, ваша новая статья? Ну где же вы там? Что это с вами сегодня? Вы что, не узнаете меня, что ли? Простите, нет. Ну, довольно подшучивать над моей близорукостью. Это неэлегантно. Ну, где же вы там? Ну, идите ко мне. Ну, ближе. Я здесь, ну, вот ближе. Ну, еще ближе. Господи, боже праведный. Что это? Это что такое? Мне кажется, мои глаза меня снова подвели. Простите меня. Пожалуйста. А что, разве это не 15-й номер? Нет, 13. Ой. А кто вы? Я ученый. О, ученый. Вы приехали отдыхать? А нет, я изучаю историю вашей страны. О, наша страна очень маленькая. Да, но
Ее маленькая история похожа на все другие, и меня это радует. Почему? Ну, значит, на свете есть законы, общие для всех. Какое у вас странное, но доброе лицо. А почему бы вам не быть в нашем кругу? Кругу настоящих людей? А что это за круг? Это артисты, писатели. У нас бывает даже один министр. Мы элегантны, мы лишены всяческих предрассудков. Мы понимаем все. Вы знамениты? Нет. Ах, какая жалость. А я ужасно знаменита. Но вы знаете, мне кажется, что я вам готова простить даже это. Так вы мне вдруг понравились. Мне вдруг показалось, что вы именно тот человек, которого я ищу всю жизнь. Бывало, по голосу, по речам покажется, вот он, тот человек. А подойдет поближе, совсем не то. Но отступать уже поздно. Слишком близко он подошел. Это ужасная вещь. Быть красивой, но близорукой. Я певица. Меня зовут Юлия Джули. Как? Что? Вы не знаете моих песен? Нет. И где вы спешите счастье найти? Нет. И к тоске его любовно отнеслась я хладнокровно, вы не знаете? Нет. Ну уж лужайку-то вы знаете? Да я понятия не имею. Вы не знаете лужайки, я сойду с ума. Пойдем со мной, красавчик, застенчивый чудак. Пойдем со мной подальше в зеленый березняк. Собьемся там с дорожки, упустим колею. Устанем и присядем, и я тебе спою. Ах, зачем я не лужайка, почему я не лужок? Вся пушистая, как зайка, я б раскинулась у ног. Посмотри, какая травка, как на ней легко и мягко. Ах, зачем я не лужайка, а ты не ручеек? Ты по мне бы, так и тек. А сердечко, так и ёк. Ты по мне бы, так и тек. А сердечко, так и ёк. И стала я лужайкой, и стал он ручейком. И я была цветочком, и он был мотыльком. Ах, если кого любишь, то летнею порой ступай ты с ним подальше, и там ему пропой. Ах, зачем я не лужайка, почему я не лужок? Вся пушистая, как зайка, я б раскинулась у ног. Посмотри, какая травка, как на ней легко и мягко. Ах, зачем я не лужайка, а ты не ручеек? Ты по мне бы, так и тек. Ах, сердечко, так и ёк. Ты по мне бы, так и тек. Ах, сердечко, так и ёк. О, Господи! Как вы неловки. Здравствуйте. Я стоял тут у вашей двери, а аннунциата почему-то испугалась меня. Разве я так уж страшен? Простите, сударь, я пролила ваше молоко. А у меня вы не просите прощения? Но вы сами виноваты, сударь. Зачем вы притаились у чужой двери? Я подслушивал. Вам нравится моя откровенность? А я вам нравлюсь? Все ученые прямые люди. Вам должно это нравиться. Ну так как же? Вам нравится моя откровенность, а? Не отвечайте ему. Если вы скажете «да», он начнет вас презирать. Если вы скажете «нет»,
Он вас просто возненавидит. Юлия, злая Юлия. Решите представиться. Цезарь Борджиа. Слышали? Кое-что. Правда? Что именно? Разные. Меня хвалили? Ругали? Кто именно? Просто я сам читал ваши критические, политические статьи. Что, они имеют успех. Но всегда остается кто-нибудь недоволен. Вот выругаешь человека, а он недоволен. Правда, Юлия? А мне бы хотелось найти секрет полного успеха. И вот ради этого секрета полного успеха, господа, я готов на все. Вам нравится моя откровенность? Он хочет нравиться всем. Вы знаете, он раб моды. Когда в моде было загорать, он загорел так, что тело его стало черным, как у негра. И вдруг, о боже, мода на загар прошла. И тогда он решился на операцию. Кожу из-под трусов. Это было единственное белое место на всем его теле. Врачи пересадили ему прямо на лицо. И с тех пор пощечину он называет просто шлепок. Юлия, злая Юлия. А вы, блистательная Юлия, ошиблись комнатой, сбились с дорожки, упустили колею, а? Ах, мне кажется, я пришла как раз туда, куда следует. Но шли-то вы ко мне. Вам нравится моя откровенность? А я как раз закончил статью о вас. Она понравится вам. Но, увы, может не понравиться вашим подругам. Я хочу написать статью и о вас. А? Спасибо, мне это пригодится для работы в ваших архивах. Меня там будут больше уважать. Ох, хитрец. Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам. Здесь дело совсем не в архивах. А в чем же? Хитрец. Все глядите на тот балкон? Разве? Вы думаете, там живет она? Кто? Не надо быть таким скрытным. Вы ведь историк. Изучаете историю нашей страны, стало быть, знаете завещание нашего покойного короля, а? Ну, ведь это знает каждый мальчишка. Так вот, я сам заинтересован во всей этой истории. Я хочу власти, почета. И потом мне ужасно не хватает денег. Я просто страдаю от безденежья. Ведь я, Цезарь Борджиа, имя которого известно всей стране, должен еще служить оценщиком в городском ломбарде. Вам нравится моя откровенность? Идемте, идемте. Вы тут всем понравились. Никогда не уходит сразу. Иду, моя птичка, иду. Мы с вами еще увидимся. Я буду очень рад. А вы не радуйтесь прежде времени. Аннунциата! Да, сударь. Слушайте, а сколько оценщиков в вашем городском ломбарде? Много. И что, они все бывшие людоеды? Почти все. Я ведь не случайно прошу вас быть осторожней. Сударь, разрешите, я закрою окно? Ну, зачем же? Не надо. Ну, какая-никакая зима, конец декабря. Можно простудиться и заболеть. Ради бога, извините, сударь, это дерзость, но нельзя не предупредить вас. Об этой девушке говорят, что она нехорошая женщина. Вы думаете? Да. А вдруг эта девушка принцесса? Что тогда? Что вы будете делать тогда? Конечно, конечно. Сударь, вы не слышали, что я вам сказала? Вот как? Но ведь, если эта девушка действительно принцесса, все захотят жениться на ней. И вас просто-напросто растопчут в давке. Да-да, конечно. Никому не позволю тебя обижать. Ни за что. Никогда. Нет, мир устроен лучше, чем кажется. Еще немножко,
2-3 дня работы, и я пойму, как сделать людей счастливыми. Взаимная связь между светом и тьмой. Я вижу решение, оно предо мной. Как точно и просто, однако, свет есть отрицание мрака. Вы согласны, я уверен, вы согласны, вы же сами. Воплощение этой мысли вам никто не говорил, что вы прекрасны. Вы согласны, я уверен, вы согласны, вы же сами. Воплощение этой мысли вы прекрасны и, конечно, бескорыстны. Сами сочинили или заказали кому-нибудь? Но живете вы довольно неуютно и давно уже ни с кем не говорили. А вы знаете, приятно и нетрудно разговаривать в таком нелепом стиле. Вы не здешний? Я приехал издалека. Вы бродяга? Да, отчасти я ученый. Это вас так удивляет? Нет, не это. Вы не лжете, а так не бывает. Все пропитано ложью ужасно. Ничего уже на свете не свято. И ведь часто говорят, вы прекрасны. Да-да, мне очень часто это повторяют. Чувства к вам бескорыстно и свято. А я слышу, до чего ж ты богата. Вот и не лжет небосвод, облака не хитрят, и река отражает их честно. И цветы, и деревья душой не кривят, и поэтому вранье неизвестно. Но поэты придумывают сказки, где лягушки превращаются в принцесс. Когда в жизни у нас то и дело происходит обратный процесс. Но когда настоящая любовь, превращение возможно любое. Но ведь нет настоящей любви, а уж в наше-то время тем более. Мое имя Христиан Теодор. Я запомню, Христиан Теодор. Вы мне верите, что я вам не лгу? Мое имя Христиан Теодор. Я запомню, Христиан Теодор. Да, я как-то вам не верить не могу. Я люблю вас. Довольно, не улыбайтесь. Не думайте, что вы так ловко обманули меня. Уходите. Нет, лучше я уйду. Но если завтра вечером вы осмелитесь не прийти сюда, я прикажу. Нет, я просто очень огорчусь. Ах, какая я несчастная девушка, сударь. До свидания, до свидания. Боюсь, что эта девушка действительно принцесса. Но что мне делать, если я люблю ее? Тень, моя добрая и послушная тень, взяла бы ты тень, да пошла туда к ней. Взяла бы да сказала, мой господин любит вас, так любит, что все будет прекрасно. Ну что тебе стоит?
в ногах и во всем теле. Я, кажется, заболел. Эй, кто-нибудь! Аннунциата! Боже мой, что с вами, сударь? Аннунциата, кажется, вы были правы. Я заболел. Господи. Отец! Не ори! Не знаешь, что отец подслушивает? Я не заметила. Дожили родного отца не замечает. Он заболел. Разрешите, сударь, я помогу вам. Нет, я сам, не трогайте меня. Да что же вы меня боитесь? Я вас не съем. Так это была принцесса? Оставьте меня. Смотри. Ну что еще? У него нет тени. Вот черт. Действительно нет. Проклятый климат. Как же его угораздило. Пойдут слухи, подумают, что это эпидемия. И я лишусь всех своих жильцов. Беги за доктором. Он его уложит в постель недели на 2. А там у него вырастет новая тень. И никто ничего не узнает. Как-нибудь выкрутимся. Беги. Помогите. Фу. Проклятие. Хорошо еще, что этот газетчик ничего не пронюхал. Добрый вечер. О, дьявол. Вы уже тут как тут. А где же ваша баба? Ушла на концерт. Он что, в обмороке? Да, будь он проклят. Слышали? Что именно? Его разговор с принцессой. Да. А видели, как... А? Да. А что же вы не палите из пистолета, не кричите? Серьезное дело. А в серьезных делах я тих. Ступайте. Похоже, что там живет настоящая принцесса. Пожалуй. Боже, боже, как трогательно. Я вижу, вам хочется, чтобы он женился на ней. Мне? Да я его съем при первой же возможности. Да, его надо съесть. Надо. Но как? Человека легче всего съесть, если он болен или в отпуске. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел. Если можно сохранить прекрасные отношения. Тень. Что тень? Надо найти его тень. Зачем? Она никогда не простит ему, что была его тенью, и поможет нам съесть его. Да. Да, но ведь тень полная противоположность ученому и может оказаться сильнее, чем следует. Вы меня понимаете? Пусть, но она никогда не забудет, что именно мы помогли ей выйти в люди. А того мы съедим. Да, его надо съесть. Надо. Дочка, ну что, доктор, идет? Да, идет. И он говорит, что это очень, очень серьезный случай. Ай-яй-яй-яй-яй.
человек, потерявший тень. Ведь это самая печальная сказка на свете. В этом мире счастье земное, там, где со мною любовь и море, южная свежесть, солнечный плес, и эта нежность, нежность до слез. О, какая дивная погода, о, какая дивная природа. Это море такое волшебное, это солнце такое целебное. Как бы жить тут, не зная хлопот и забот. Ничего, ничего, пройдет. Доктор, доктор, что это со мною? Я себя загар никак не смою. И чем более плаваю по морю, тем все более делаюсь темным. И вот тут, а особенно вот. Ничего, ничего, пройдет. Доктор, доктор, худо что-то. Трудный стул, поносы кота. Нет, ну я после ужина плотного становлюсь чем-то вроде животного. То в леса меня тянет, то в море зовет. Ничего, ничего, пройдет. Солнце ласкает ваши ланиты, море смывает боль и обиды. Все позабыто и прощено, и кроме счастья нет ничего. Пусть тебя заботы не заботят, все пройдет, поскольку все проходит, и суровые тучи развеются. И надежда устанет надеяться, и любовь постучится, и радость придет. И пройдет, ничего, пройдет. Ну вот, теперь все готово для заседания на высшем уровне. А скажите, господин мажордом, почему господа министры заседают здесь в парке, а не во дворце? Потому что во дворце есть стены. Не понял. А у стен есть уши. Теперь понял? Теперь понял. А если любопытные здесь подслушают? Любопытные ничего не поймут. Почему? Потому что господа министры разговаривают и понимают друг друга с полуслова. Ага. Минуточку. Спасибо. Здоровья. Отвра. Дела. Ощпло. Почему? Инфля. Видишь, я говорил тебе, что господа министры понимают друг друга с полуслова. Слыхали о принце? Да, мне доклад. Этот приезжий ученый пахи ее се. Пахи ее се? Пахи ее се. Она переехала во дворец и до того одурела, что назначила этому ученому сви в па. Сви в па? Свидание. Па-ге. Как вам это нра? Совсем не нра. Вот. А кто он, этот ученый? Изучен до тонкости. Шантажист. Ху. Вор. Еще ху. Авантюрист. Хитрец. Ловкач. Если бы... Так кто же он? Чистый человек. Шах королю. Рыкеру.
Под шахом нельзя. Мне да. Так, тень ваша выросла до нормальных размеров. Ну, этого и следовало ожидать. Встаньте. У нас на юге все так быстро растет. Угу. Прекрасно. Как вы себя чувствуете? Я абсолютно здоров. Все-таки я вас выслушаю. Вам письмо, сударь? Спасибо. Вздохните. Вздохните глубоко. Тяжело вздохните. Еще раз. Вздохните с облегчением. Пожмите плечами. Резюме. Смотрите на мир сквозь пальцы. И махните на все рукой. Ну что вы скажете, доктор? Плохо. А он говорит, что совершенно здоров. Да, он здоров. Но дела его идут плохо. И пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока не махнет на все рукой и не овладеет искусством пожимать плечами. Что же делать? Ну, видите, уткнулся носом в какие-то записки. Это письма от принцессы. Сударь, доктор хочет поговорить с вами, а вы даже не слушаете. Как не слушаю, я все слышу. Ну и что вы на это скажете? Скажу. Сударь! Сейчас. Не могу найти, как она написала. Всегда с вами. Или навсегда с вами. Христиан Теодор, вы же ученый. Да. Ну оставьте же это ради бога. Простите, пожалуйста. Выслушайте меня, наконец, коллега. Да. Ответьте мне как врачу. Да. Вы что, собираетесь жениться на принцессе? Конечно. Да, но я слышал, вы мечтаете сделать людей счастливыми. И это верно. И то, и другое не может быть верно, коллега. Почему? Потому что, женившись на принцессе, вы станете главой государства. Власть, как известно, развращает, и тогда вы будете уже совсем не вы. Да в том-то и дело, что я не стану главой государства. Я не стану ни королем, ни президентом, ни премьер-министром, а просто принцесса уедет вместе со мной. Да, но в стране должна быть власть. Да что власть? Власть бессмысленна и ничтожна. И вы думаете, люди поймут вас? Конечно. Поступки чистых людей никогда не предсказуемы. Надо его Или ку, или о. каким образом? Самым деликатным. Я хочу расправиться с ним при помощи дру. Тру, я перестаю иногда вас понимать. Друг знает, что он лю. Или чем его можно ку. Ученый приезжий. Следовательно, дру придется выписывать из-за границы. Да. А где взять валю? Да. Проблем. Проблем нет. Нет проблем. Что? Кто? Начинается? Успокойтесь. Если это когда-нибудь и начнется, то не с дворцовых лакеев. Так это не бунт? Нет, это просто дерзость. Вы кто? Я тот, кого вы так ищете. Я дру ученого. Дру? Не понимаю. Лучший друг. Мы не расставались с колыбели до последних дней. Вы что, приезжий, иностранец? Нет. Я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство. Я знаю ученого как никто, а он меня совсем не знает. И вот тут-то и зарыта собака. Так кто же вы? Говорите. Его любил я нежно, а он при свете дня повсюду так небрежно отбрасывал меня. Пред ним я расстилался, за ним скользил как мышь. И если расставался, то темной ночью лишь. От минуты рождения до
до недавнего часа я служил ему тенью, как немой Санчо Панса. Всюду рядом покорно, по камням, по листве. Это трудно, милорды, это вольно, месье. Кто его устроил на службу во дворец? Господа Пьетро и Борджи, ваш прицел. Вам знакомы эти имена? Да, вполне надежные людоеды. Ну вот я с ним развелся, милорды и месье. И тенью обзавелся, своею, как и все. И все-таки обратно влечет меня к нему. И я думаю, понятно почему. От минуты рождения и зимою, и летом я служил ему тенью, двойником силуэтом. Перед ним расстилаться и по следам скользить. С этим можно расстаться, это трудно забыть. С этим можно расстаться, это трудно забыть. С этим можно расстаться, это трудно забыть. Мы подумали и решили взять вас на службу во дворец. Тайную канцелярию первого министра. Именно, в тайную. Привет. Здравствуйте, госпожа. Где он? Где? Как вы сегодня себя чувствуете? Вы здоровы, дорогой? Да, Юлия. О, боже мой, это вы. Да, это я, Юлия. Я же прописал вам очки, дорогая. Об этом не может быть и речи. Ну что вы на меня смотрите, как влюбленный заяц? Убирайтесь отсюда, убирайтесь. Надоел. Убирайтесь, я вам сказала же. Ну, убирайтесь. Уходите сейчас же. Надоел, ей-богу. Христиан Теодор, где вы? Я здесь. Вот я. Здравствуйте. Вот это действительно вы. Если бы вы знали, как я рада вас видеть. Кстати, что вам сказал этот ничтожный докторишка? Почему вы называете его ничтожным? Ах, я его когда-то так любила, а потом я этих людей ужасно ненавижу. Это была несчастная любовь? Хуже. У него была безобразная и злая жена. Целовать его можно было только в затылок. Потому что он все время смотрел. Не идет ли его жена? Бог с ним. Я пришла вас предупредить. Да-да. Вам грозит беда. Беда? Мне? Да, я уже говорила вам, что в нашем кругу бывает министр финансов. Он все время ухаживает за мной и все время собирается сделать мне предложение. Предложение? Ведь он и ходить не умеет, сударыня. Он все умеет, хотя при его средствах это вовсе не обязательно. Так вот, сейчас я встретилась с ним, и он меня спросил, куда вы идете? Услышав ваше имя, Христиан Теодор, он поморщился. И даже я при моей близорукости прочла на лице министра, что против вас что-то затевается. Ну и пусть затевается. Как это пусть? Господи, вы за этот месяц успели меня испортить. Зачем я вас столько навещала? Превратилась в какую-то сентиментальную мещанку. А мне это вовсе ни к чему. Вовсе ни к чему. Ну просто вовсе ни к чему. Ни к чему. Аннунциата, не позволяйте ему сегодня выходить из дому. Это невозможно. У меня как раз сегодня свидание в Королевском парке. Ах, он безнадежен. Слышите меня? Не выпускайте его из дома. Это очень опасно. Да, сударь. Я попробую пустить в ход все свои чары и узнать, что они там затевают. Как мне благодарить вас, сударыня? Никому ни слова. Все. Если вы мне действительно благодарны. Чао! О, Боже, как вы все озабочены. Но я-то знаю, что все кончится прекрасно. Здравствуйте, господа. Да виделись уже утром. Советую вам забыть, что мы виделись утром.
А я не забуду, как вы в свое время помогли мне, пристроив во дворец. Но вы, господа, раз и навсегда забудьте о том, кем я был. Помните, кем я стал. И кем же вы стали? Советником особо важных дел тайной канцелярии. Вечная история. Как же вам это удалось? Удалось. Повторяю, забудьте, кем я был. Забыть можно, если не поссоримся, к чему ворошить прошлое. Нет, забыть трудно. Но молчать до поры до времени можно. Вы поняли мой намек? Я понял вас, господа. Теперь слушайте внимательно. Мне поручено дело за номером 8989. Вот оно. Дело о замужестве принцессы? Да, здесь в этой папке все. И принцесса, и он, и вы оба. Прошлое, настоящее и будущее. Ну, кто намечен в женихи высокой особе, меня мало волнует, как и все, как говорится, в этой земной жизни. Но все-таки... В женихи намечены вы оба. Дьявол, как оба? Что я и он? Да, надо, чтобы у принцессы был выбор. Да, но... Тихо. Решение окончательное. Предлагаю я, выбирает принцесса. Договоримся так. Тот, кто станет главой государства, платит хороший выкуп. Пострадавший назначается государственным секретарем или начальником стражи. О, подите-ка сюда. Смотрите, узнаете? О, узнаю, ученый. Однако он весел. Пока весел. Я должен с ним встретиться, господа. А как вы намерены с ним говорить? Я с каждым говорю на его языке. С французом по-французски, с индусом по-индусски, с солдатом по-солдатски. Поберегите слух. С попом благоговейно, с монашками келейно, с барашками пастух. О, боже, как похожи лакеи и вельможи. Поэт, бандит, то смелый, тот и съел. И лучше никого нет, но я людьми не понят. И стало быть, плевать на них хотел. Ангельским голосом злобно ли хрипят. Люди главным образом слушают себя. Откликайся эхом на любую блажь. Станешь человеком, сразу будешь наш. В подобном мире идут в знакомом стиле. Нам не из чего, братцы, выбирать. Нам предлагают или нижайше расстилаться, или высочайше попирать. О, дивное умение, без всякого смущения, с любым туру балясы разводить. Подставьте только ухо, и коль оно не глухо, то я уж знаю, что в него налить. Наклонись над глобусом, убеди дитя. Каждый глаз